Всем доброй ночи. Небольшой видеоролик. Я выкладываю свои откровения, потому что если я начала рассказывать о своей жизни, то нужно рассказывать. Иначе и начинать было нечего. Знаете, как говорит Чингисхан в своих посланиях сыну: если боишься, не доставай меч. Если достал, то бей. Вот если боишься откровенничать, значит, и начинать нечего. Потому что ты должна быть готова ко всему. Есть подлые люди, которые этим воспользуются. Есть люди, которые... Люди — это так просто общее название двуногих некоторых, которые будут это обсуждать. Есть твари, которые будут высмеивать твои откровения. Потому что не все, кто имеет руки, ноги, глаза, уши и так далее, они человеки. Чело века, лицо своего века. Очень много среди людей упырей, очень много жалких людей, очень много слабых, трусливых. Они никогда не поймут такого человека, как я. Более того, будут ненавидеть за мою смелость. И поэтому, когда я снимаю откровение, сейчас черный экран, но я думаю, что вы привыкли к черному экрану. Ничего плохого в этом не вижу. Это успокаивает глаза и дает возможность человеку не смотреть картину, а слушать, что говорят. Внемлить. Так вот, вчера один молодой человек написал под роликом: ты сумасшедшая, по-моему. Нормальный человек не будет о себе рассказывать такие вещи. Нормальный человек или не каждый человек? Определитесь, молодой человек. Что в вашем понимании нормальный или ненормальный? Вообще психиатры говорят, что мы все слегка того, что нет здоровых людей, есть недообследованные. Я вообще считаю, что психически больных людей не существует. Вот именно в том понимании, в котором мы привыкли считать, что если он не думает, как мы, или не видит, как мы, этот мир, значит, он не такой, значит, он больной. Нет, просто есть разновидность людей. Все мы по-своему видим мир. Есть огромное количество людей, которые скрывают свои особенности, потому что понимают, что их не поймут. Есть дальтоники, которые научились отличать, например, светофор, чтобы не выдать себя, чтобы получить права и прокормить семью. Есть люди, которые видят определенные, значит, предметы в маленьком таком диапазоне. Они знают эту странность, они знают, что у них другое видение. Но они делают вид, что все нормально. То есть они не указывают, они не подчеркивают это. Мы не одинаковые, мыслим не одинаково. Мы совершенно разные. Когда человек считает сумасшедшим, когда он своим видением мира, не похожим на наше видение, да, начинает мешать другим жить. Вот когда он делает странные вещи, когда он не моется, когда он не ухаживает за собой, когда он кидается на кого-нибудь. Ну, любая странность, которая мешает обществу уже существовать, считается уже ненормальным, и таких людей начинает изолировать. А если человек не в себе, если у него, как там говорят, фляга свистит, но он преподает, он нормально общается, он за собой ухаживает,
и так далее, и так далее. Но иногда вот замечаем какие-то странности. Там говорим, ну, она какая-то немножко странная. Ну, не мешает же нам никак, правильно? Мы просто говорим, странная просто, странный человек. Вот такая необычная. Хотя, если так подумать по нашим меркам, это тоже ненормальность. Норма. Вот перешагнули норму, это уже ненормально. И вот когда кто-то считает, что только ненормальные люди могут о себе рассказывать, я даже не знаю. Вы знаете, может быть, может, нормальный человек не может это все рассказать. Нормальный в том смысле, что нужно иметь очень большое мужество и храбрость это говорить. Многие люди пишут свои дневники и просят опубликовать только после их смерти. Они не готовы к этому всему. Понимаете, не готовы к этому шквалу грязи, который бывает обычно. Потому что когда ты раскрываешь душу людям, то ты должен быть готов к тому, что среди людей очень много шакалов, которые с радостью этим воспользуются. Только вы не понимаете, что это не моя слабость, это моя сильная сторона. Это моя сильная сторона. Я уже настолько готова к этому всему и настолько спокойно к этому отношусь, что могу позволить себе рассказывать то, о чем другие никогда не скажут. Я говорю за всех. То, что в моей жизни было, это не у всех людей, конечно, происходило. Но в моей жизни было много страшного. Однако люди, у которых хотя бы один раз в жизни это было, для них и этого достаточно, чтобы считать, что они пережили ад. Понимаете? И люди, послушав мою историю, они как будто освобождаются от своего груза в том числе. Вы же видите, сколько женщин под моими роликами пишут, что с ними то же самое было. Вы забывайте, что мы дети 80-х годов, пережившие 90-е бандитские времена. Это и сейчас такое может быть, а тогда тем более на каждом углу это случалось. Наша жизнь совершенно непростая. Мы жили во времена абсолютной анархии, беззакония, когда государственные власти вообще не действовали, везде были авторитеты, какие-то воры, какие-то непонятные люди, устраняли конкурентов, похищали девушек, первая чеченская, вторая, всякие эти взрывы и прочее. Мы родились и выросли в такое страшное время. И многие из нас остались там навечно. Потому что у кого-то отец занимался коммерцией, зашли в доме, никого живых не оставили. Кому-то пришлось бежать. Кто-то пропал без вести, так и не нашли. Вместе с семьей и наши ровесники в том числе. А вот Ростов, Волгоград, это вот такой треугольник, как некоторые говорят, разлом, где больше всего было маньяков, садистов, психически больных людей. Вот примерно в те же годы, как чуть-чуть позже, в 2000 каком-то году, я сейчас в 2007 или 2008, в Волгограде, когда две девушки пропали на камеру, там показано, потом эту запись показали, только появлялись эти камеры, где они вместе уходят из бара с напитками, в общем. И потом он пропал, нашли след. Там сестра пришла, увидела всю эту кровь, отмыла, почистила, убрала, прикрывала его. Деньги взяла, поехала, машину новую купила, и вот тут их поймали. И нашли этих девушек, расчлененные. Голова захоронена в одном месте и так далее. В закрытом гробу хоронили. Так что это
вполне было реально в то время. Сейчас реально, а тогда тем более было реально. Сейчас просто люди почему-то думают, что везде видеокамеры и все прочее. Друзья мои, если хотят это сделать, ничего не остановит. У нас сейчас скольких девушек вынесли в чемоданах больших и выкинули то в реку, еще куда-нибудь захоронили в разных местах. Не останавливает ничего. Надеяться на это не надо. Даже если его найдут по этим видеокамерам, вам от этого станет легче, вас никто не вернет уже. И вы не понимаете, вы смотрите по меркам нашего времени вот таким уже взглядом, знаете, искушенным. Мы были наивные. Мы еще застали Советский Союз, у нас немножко другое воспитание, и в школе было совсем по-другому. Мы легче попадались в такие капканы. Не ждали подвоха, подлости еще, не понимали, это молодость. И поэтому неудивительно, что вот в наше время, как говорят бабушки, мы тоже уже бабки почти без 5 минут, мы говорим в наше время, наши 90-е, это 90-е, нулевые, это практически бандитские времена. Очень много людей пропало, очень много молодых девушек пропало в то время. Многих не нашли, ничего не доказали, никого не наказали. Неудивительно. Человек, о котором я рассказывала, был ОМОНовец. У него были замечательные связи, он был такой непростой человек. И вот вы прекрасно понимаете, даже при желании пойти написать на таких, это все повернут еще против тебя. Скажут, что ты собаку украла, еще скажут, что там деньги лежали, ты их украла. Иди докажи, на тебе нет никаких следов, кто тебе там угрожал, что ты выдумываешь. Он уважаемый человек, он герой, он столько прошел Афган, Чечню, а ты тут сидишь. Вы понимаете, как это непросто? Именно этим и пользуются по сей день подобные личности. Рассказала, чтобы молодые девушки понимали, что неважно, насколько героическое прошлое у человека, есть люди, которые идут на войну, потому что нужно защитить свою родину, свой дом, а есть люди, которые идут туда жаждой крови. Им это надо. И когда войны уже нет, эта жажда крови, она никуда не девается. Они ищут жертв уже среди мирного населения. Понимаете? Так что не надо обманываться, что если человек вот такой имеет героическое прошлое или там медали и прочее, то ему можно верить, доверять. Сколько людей так доверяли людям в погонах, людям в форме. Тот же Попков, который ангарский монстр. Кто он был? Всю жизнь в милиции проработал. И много таких случаев. Огромное количество. У людей есть уважение и доверие к людям в форме. Это хорошо, но бывает среди них и оборотни. Бывают страшные люди, как и у всех. Врачи бывают такие. Врач скорой помощи, который приезжал и делал определенные инъекции бабушкам, после чего уже все, не спасли. Поэтому советчики мои дорогие, я вам реально желаю не попасть в такую ситуацию. Даже вас, неразумных людей, мне жаль. Почему я рассказываю? Я считаю нужным это делать. Я считаю нужным облегчить душу. Я считаю нужным сказать людям. Я не просто так же это прошла. Прошла, чтобы потом сказать, рассказать, чтобы люди знали, что их проблемы, Вася и Петя не позвонил или Ваня не так посмотрел, это такая ерунда по сравнению с тем, что могут пережить другие люди. Не сойти с ума, не спиваться, еще чего-нибудь не принимать. Потому что когда люди мне говорят,
Ой, ты не знаешь мою жизнь. Я пью, потому что я такое перенесла в жизни, пережила. Слушайте, знаете что? Это все отговорки. Есть люди, которые перенесли концлагерь. Остались людьми. Не пили, не курили, ничего не делали. Это зависит от человека. Если ты человек, если твоя душа имеет высокую планку, какой бы ужас в жизни ты ни прошел, ты как был человек, так и останешься. А если ты никто, ничтожество с мелкой, жалкой душой, даже если у тебя было золотое детство, любящие родители, все прекрасно, хороший муж, я не знаю, заботливые дети, ты как был дерьмом, так и останешься. И не от этого это зависит. Конечно, нехорошо человека через мясорубку пропускать. Он может и озлобиться в какой-то момент. Но это временно, поверьте мне. И недоверие к людям, и озлобление, и все такое. Это временно. Временная маска самозащиты. А потом это опять уходит, и ты возвращаешься на круги своя. Невозможно из тебя сделать нелюдя, если ты человек. И невозможно делать обратное. Из нелюдя человека не слепить. Даже с малых лет видно, кто будущий подонок, а кто хороший человек. Вот даже от детей это видно. Я работала в детском саду. Я видела, какие были подленькие такие дети. Подленькие. Из-под тишка укусит. Или что-нибудь там сворует, заберет. Вот тот сидит, закатывается уже в истерике, а это вот побежал, съел. И меня не обманывало мое вот предчувствие, ведь они уже ровесники моего сына. Действительно так. Вот который из них был подленький в детстве, они вот сейчас подленькие. У них там и судимости, и драки, и воровство. С малых лет видно. Как говорят, породистую собаку щенком видно, какая она, понимаете? Вот и человека также. И вот женщина написала: вот вы говорите, родители, а ведь вашего сына кто-то воспитывал, когда вы ездили, зарабатывали. Я понимаю ваш яд, вот этот ядовитый укус, к чему вы сказали. Я повторюсь, мои родители, как и родители многих моих ровесников, это дети 60-х годов. 60-е годы – это третье поколение после войны. Это когда их дедушки, бабушки увидели войну, воевали, когда их родители ощутили эти потери, это трудное детство, бедность. И вот когда уже Советский Союз начал восстанавливаться, и третье поколение, когда бабка с дедом, прошедшие войну, и родители, которые прошли эту войну в своем детстве, хотят вот этим детям, а те своим внукам устроить золотое детство. Моя мать говорила, что у нее было замечательное детство. Она была старшая, ее любили, баловали. Мой отец был самый младший, его любили, баловали с детства. У них не было ни в чем отказа. У меня мама одевалась лучше всех. Бабушка моя была учительница, разрывалась там. Она всех одела, всех выучила. Моему отцу не было ни в чем отказа. Он мог привести своих друзей, 20-30 человек, они оставались, ночевали, накрывали столы. Моя бабушка там столы накрывала, подарки им дарила и так далее. Они были избалованные, очень излюбленные дети. Всю жизнь жили вместе с родителями, и, по сути, их содержали родители. Невзирая на то, что они работали, там что-то получали, в любом случае бабушка моя, папина мать, и другая бабушка, ее мать. Они трудились в этих огородах. Все хозяйство, можно сказать, было на их плечах. Она работала учительницей, приходила, культурно одевалась, все и так далее. Они были всегда в надежных руках. Ее мать с отцом были рядом. Дед у меня, мамин отец, был добродушный человек.
Очень добрый, очень спокойный. Там бабушка была командир. Здесь дед мой умер, когда она вышла замуж, через год с чем-то этого деда не стало. Она даже и не почувствовала там какое-то, знаете, вот, неудобство перед старшим в семье. Осталась моя бабка. У них бывали конфликты там и так далее. Но все было, понимаете, все готовое. Дом есть, огород, хозяйство есть, работа, уважение. Время было такое, как там, дом полная чаша, все было хорошо, Советский Союз, работали люди, ни в чем не нуждались. И в какой-то момент, когда мы были еще детьми, Союз рушится. И вот эти все рожденные, вот эти парниковые цветы 60-х годов, наши родители, которые привыкли, что это огромная страна им дает работу, учебу, отправляет на командировку, отправляет. У них фотографии везде с Афонского этого, Афонская пещера. Я сейчас говорю, и я знаю, что поколение людей это узнают. У них такая же была жизнь. У нас общность в том, что у нас юность, детство было одинаково. Афонский монастырь их отправляли. Экскурсия. За счет государства вот эти все оздоровительные курорты. И так, куда они только не ездили, чего они только не увидели. У них все было готово. Они ничего не создавали. Они нигде не переходили грань. Они не работали день и ночь. Они не думали, как что делать, как детей прокормить. Все было, понимаете? Государство заботилось, родители были рядом. Сады, огороды, все есть. Им ничего делать не надо. Мой отец всю жизнь приезжал в Россию, жил у женщин, одной, второй. Это были женщины старше него, у которых уже были взрослые дети. Им нужен был любовник. Да, он так жил, как многие сейчас живут. Армяне, чеченцы, дагестанцы, грузины. И так приезжают в Россию, находят женщину, живут у нее. Она работает, все делает. Ей нужна только душевное там равновесие, любовь. Любовник нужен ей, грубо говоря. Брутальный, сильный кавказский мужик. Вот они этим пользуются. Разве не так? Они приезжают в Москву. Кого они ищут? Женщину. У кого будут жить, за счет кого будут жить и так далее. Давайте скажем честно, но это правда. Во все времена это было. Жил как Альфонс, да, наверное, можно так сказать. Он был талантливый человек, но он был лентяй, он не любил работать. Не хотел он работать, ничего. Ему предлагали возглавить театр, ему предлагали возить гастролями. Приехал мужик из Волгограда, увидел представление его, он выиграл премию, Пушкинскую премию, он в честь, значит, поэта, там, я не помню, какая годовщина рождения Пушкина, он поставил пьесу. Тот ему предложил и говорит, давайте я организую, проедем вот по всему Волгоградскому району, области, по всей больших, малых городах, дадим спектакль. Он не захотел. Он палец о палец не хотел ударить, чтобы работать. Не хотел этот человек. Что тут сделаешь, если он талантлив? А он был очень талантлив. Он писал стихи, песни. Он действительно был талантливый человек. Он был красивый мужчина, все на него висли, на нем. Но он не хотел работать, его раздражала семья, ему не нужна была семья. Вот он нормально бы пожил у женщины, одной женщины, второй, третьей, он нормально себя чувствовал. И мы сюда приперлись. Моя мать, почувствовав, что брак рушится, караул, семья, спасайте, приехала сюда. И он нам в лицо говорил, я не хочу вас видеть, зачем вы сюда пришли? Вы мне кто? Он мне все время нам говорил, вы мне никто. Я вас ненавижу. Вы что сюда приперлись? Он говорил нам. Любая нормальная женщина, услышав такое, должна плюнуть на него и уйти. Она не уходила. Не уходила. Ходила, била его любовниц. Разборки устраивала. Это отвратительно все. Ненавижу я таких баб. Ненавижу.
Мы же росли, понимаете, мы же растем и задаем вопрос. Если ты несчастлива, почему ты с ним живешь? Такие женщины, они хотят вот следующее, чтобы мы ее спасали, сочувствовали и не задавали лишних вопросов. А мы, когда растем в этой обстановке, когда с топорами бегает, когда отбиваем ее от него, когда он через полчаса чай несет, а мы все в синяках и нас избил из-за нее. Он был уверен, что мы для нее ничего не значим. Вообще ничего. Поэтому он вел себя как хотел. Понимаете? Он не видел защиту. Вот защитницу, мать. Когда перед глазами матери тебя душат на столе, из-за того, что ты заступаешься, чтобы он ее не убил топором, и эта мать через полчаса несет ему чай, через 10 минут. Конечно, он уже понимал, что для этой женщины эти дети никто. И все время нас, значит, выпроваживали. На ваш вопрос, что вот вашего ребенка кто там воспитывал? Дорогая моя ненаглядная, написавшая такой вопрос, если бы мне дали возможность встать на ноги, работать каждый день, не слышать эти упреки, это оскорбление. Ладно, хрен с ним, оскорбление, упреки, уже становишься толстокожей, уже все равно. Рукоприкладство, издевательство. Когда тебе просто нет угла в доме, чтобы сесть что-то написать. Когда ты болеешь, и ты вот страдая, еле ходишь, и ты едешь на работу, лишь бы заработать, чтобы от тебя отстали. Когда тебе не дают, тебе создают такие условия, чтобы ты сбежала оттуда. И они это делают намеренно. Они знают, что если они тебя вот так вот достанут уже, ты убежишь. И выхода нет. Я могла своего сына привезти в Москву. Конечно. Но если бы они были плохие бабушки и дедушки, в жизни бы не оставила. Они его не обижали. Нехорошие, никчемные родители становятся хорошими бабушками и дедушками. Знаете почему? Это подсознательно. Чтобы компенсировать, во-первых, то, что тебе не додали, и, во-вторых, чтобы очистить себя, обелить перед обществом. Вот внук растет и говорит, они хорошие. Я никогда не настраивала своего ребенка против своих родителей. Никогда. Это было наше личное дело. Но ребенок же растет, он же видит, что к тебе нет уважения. Ему же говорят, что твоя мать никто. Что она дура, она ничего не знает, не слушай ее. Когда ты делаешь своему ребенку замечание, а тебя матерят оттуда. Твой ребенок же понимает, он еще маленький, но он же постепенно начинает осознавать. Вы же знаете, что дети иногда берут вверх, когда видят, что нет уважения к родителям. Вот нет уважения к матери. Мать посылает на 3 буквы, и ребенок будет посылать. Я просто поняла, что, находясь там, я показываю своему ребенку, что со мной можно как угодно себя вести, а мне деваться некуда. Я уехала, чтобы заработать, чтобы создать условия и забрать его. Он учился. Они меня выгнали, понимаете? Они меня вытолкали оттуда. Вытолкали и забрали моего сына. Да, он мой ребенок, я его родила. Но душой и сердцем он уже не мой. Он их сын. Естественно. И это у всех происходит. Никогда нельзя своего ребенка оставлять никому. И своим родителям в том числе. Лучше вместе голодайте, за 500 рублей купи макароны, ну пусть твой ребенок будет с тобой рядом. Я это понимаю сейчас. А тогда я боялась, что он заболеет, что я не очень здоровый человек, вдруг мне станет плохо, я с ребенком. И я не зря опасалась, ведь я попала в такой капкан здесь. Мне приходилось отбиваться. Потом у меня началась онкология. Потом я 4 года боролась за свою жизнь. Потом мне нельзя было далеко ехать никуда, потому что я была не в состоянии.
Для того, чтобы что-то создавать, нужно время. Не поймут меня люди, которые никогда ничего не создавали, которые получили наследство от бабушки, дедушки, которых со всех сторон облизывали. Они никогда не поймут, что такое свое создать. На это уходят десятки лет. В любой профессии десятки лет. Ты снимаешь квартиру, ты спишь на улице, то есть на полу, извини, на улице тоже, да. На матрасе спишь. У тебя нет есть, поесть завтра. Ты должен думать, чем платить за, квартиру, как выжить. И при всем этом вокруг тебя одни враги. И ты не хочешь своего ребенка привести в такое опасное место, в опасную среду. Когда ты одна, можешь не переживать. Ты справишься, а когда есть ребенок, боишься за него. И когда ты понимаешь, что тебя вытолкали оттуда, чтобы отобрать твоего сына, ты понимаешь, что отобрав твоего ребенка, они-то ему ничего плохого не сделают. Ни морально, ни физически. Но это уже не твой ребенок. Это уже не твой, да, он генетически твой продолжитель, но это не те мудрые родители, которые помогают тебе. Многие родители работают, дети остаются с бабушками, дедушками, но они знают, что мама с папой есть, что они хорошие, они их любят, приезжают, уезжают. А меня вытолкали оттуда. И ваш намек, а ребенок-то там остался ваш. Да, потому что им нужен был мой ребенок, а не я. И поняв, что пока я отсюда не уеду, это постоянное проклятие, это постоянная ненависть, бои без правил, это рукоприкладство не закончится, и мой ребенок будет расти в этом адском состоянии, я предпочла уйти, создать что-нибудь, его забрать. И пока я создала, не отрезали глаз. Я лечилась, чтобы последствий не было. Началась ремиссия, потом пошла, сказали, что все, можно дышать спокойно. Прошли годы, понимаете? Я почти 8 лет посвятила лечению. За это время работала повязкой на лице, принимала людей, снимала, не переставая. Я сделала себя сама. Но прошли годы, пока я это сделала. Я хотела, чтобы у меня была семья, не потому, что я без мужика жить не могу. В крайнем случае такого добра хватает везде, если уж так просто для желания. Я хотела, чтобы со мной рядом был друг. Потому что когда я своего ребенка привезла, ему было там тогда 15 лет, что ли, вот примерно так. Я так боялась, что если вдруг мне станет плохо, а он в Москве один. Я всем своим друзьям дала его номер, ему дала их номера, что если вдруг со мной что-то случится, упаду, отключусь, не знаю что, позвони вот по этому номеру, они приедут, отвезут тебя домой и отдадут твоей бабушке. Безусловно, она им занималась. Но если бы мне дали возможность спокойно работать, рядом с моим ребенком жить, работать, я бы за короткое время смогла бы снимать квартиру, дом, неважно, забрать своего ребенка, жить, работать. Мне этого не давали. Когда тебе устраивают адскую жизнь, ты вынуждена уехать, потому что есть выбор, либо с ним вместе погибать здесь, либо отдать им то, что они хотят, с мыслью уехать, купить дом или хотя бы создать какие-то условия, приехать и забрать его. А когда уже хочешь забрать, он уже взрослый человек. И очень многих своих ошибок он мог бы избежать, если бы я была рядом, понимаете? Если бы он со мной жил. Но мне не дали этого, вы понимаете? Не потому, что я не хотела этого.
Каждый человек, каждая молодая женщина, которая рождает ребенка, этой женщине надо дать время. Если вы не помогаете, по крайней мере, эту женщину не нужно соедать, вот так пропускать через мясорубку. Каждый день говорить, что у тебя отберем ребенка. Мы тебя заберем. Я пойду напишу заявление, что на меня ножами кидала, себя посадят. Я все равно ребенка заберу. Я пойду напишу заявление, что ты там колешься. Вот такие угрозы, понимаете, вплоть до того, что мы тебе его не отдадим. Почему? Потому что мои родители мечтали о сыне. Они за дочь моей сестры не боролись. Она тоже работала, уезжала, приезжала. Они так не боролись, они ее не уничтожали, чтобы она ушла быстрее ребенка. А этот ребенок был так, постольку-поскольку. Ну да, сейчас выросла, любят, очень хорошо. Но они вот моего ребенка, когда узнали, что у меня сын, у них что-то вот повернулось в голове. Я такое в жизни не видела. Мне не с чем сравнить. Я росла в ненормальной семье. Мне не с чем сравнить, чтобы вы поняли, что это такое. Она хотела родить сына, чтобы мой отец, не знаю, никуда не ушел, или что там было, что там за ненормальная вещь. Так он же уходил, он жил с другой женщиной. Она говорила, что лишь бы он убрался, я его видеть не могу. Но когда он ушел к другой женщине, она сделала все, чтобы его вернуть. Она его вернула. Милиция, полиция, избиение, заявление. Чего только там не было. Он вернулся. И каждый божий день говорил ей самые последние, самые омерзительные, самые конченые слова. Мы 2 месяца прожили спокойно, спокойно спали, утром просыпались, убирали. Она нас ненавидела. Она нам в лицо говорила, чтобы вы сдохли. Я вас ненавижу. Привела, посадила обратно дома. Каждый день слушала, что она тварь, я всю твою семью. И ей было хорошо. Если эти люди психбольные, что я могу сделать? Вот они психопаты, они так выросли, они капризные дети, которые свое должны получить любой ценой. Вот она решила, что вернет своего мужика обратно. Она его вернула. Хотя он там жил нормально все. Я даже пошла, сказала: папа, если ты с этой женщиной счастлив, живите. Человеку один раз дается жизнь, живи с ней. Нет. Я говорю, ты же сама говорила, чтобы он ушел. Я бы столько всего успела, он мне мешает, он сам не делает, мне не дай. Все, живи, радуйся, что ты хочешь. Она не могла напрямую сказать: нет, я хочу его вернуть. Но нас во всем винила. Не так сказали, не так посмотрели, не то делаем. Много жрем. Не знаю, да, про все на свете. Просто невозможно было это все слышать. Хотя мы работали, и она, и я работала. Мы себя содержали. С малых лет работали. Ну и что? Вернула. Превратила нашу жизнь в ад. Сначала сестра уехала. Она работала, наверное, 4 года она работала, уехала. И мне каждый день. Вот она уехала, а ты не хочешь уезжать. Вот она уехала от нас, а ты не хочешь уезжать. Вот она... Я говорю, я не могу пока ехать, мне пока нет такой возможности. Я не могу ребенка оставить и забрать. Вот она уехала, ты не уезжаешь. Это было невыносимо. Вы не понимаете, что я уже просто поняла. У меня просто нет выхода. Я пошла вешаться. Я пошла в сарай вешаться. У меня сын пришел, я дверь закрыла, он почему-то понял, начал плакать. Я вешалась уже, понимаете? Это было... Меня поймет только тот человек, который побывал в аду. Никогда в жизни не смейте что-нибудь мне советовать и говорить о моей жизни, о моей душе. Я прошла такое, что вам и не снилось. И в конце концов я села и подумала, мне надо уехать, мне надо сейчас оставить ребенка, они ему ничего плохого не сделают, они его любят. Мне надо делать все для того, чтобы добиться всего и вернуться и забрать моего сына. Я так и сделала. Когда я уехала,
и постоянно отправляла деньги. В отличие от моей сестры, я не спрашивала, не требовала за каждую копейку отчет. Они ездили везде, отдыхали, ездили в Грузию, ездили туда-сюда, весь мир увидели, моря, океаны, все на свете. Это все оплачивала я. Я ни в чем не отказывала, понимаете? Просто меня не было там. Мой ребенок не нуждался ни в чем. Он мне звонил и говорил: мам, вот на карнавальный вот такое нужно, там гусарские какие-то эти. Я все потом уже можно было заказать, я все заказывала, просила Яну, там все время заказывали. И на этой почте удивлялись, видели эти ящики, как я их отправляла и отправляла без конца. Я просто столько делала, что вы даже не представляете. И об этом знала моя тетя, которая ныне покойная. Однажды при всех сидя, моя мать сказала, что что-то там спросили про меня. Она сказала, мол, ой, я в таком положении, что даже она мне деньги отправляет, чтобы я здесь выжила. И тогда тетка моя разозлилась. Говорит: тебе не стыдно вообще врать? Ты зачем так говоришь? Все, что у вас есть дома, ноутбуки. Даже машину хотела отцу отправить, он просил, потом передумал. Этот ребенок вам оплачивает все. Оплатила этот кредит за дом, она закрыла. Второй дом купили. Сейчас живут в новом доме, а в старом отец остался. В итоге все равно остались, понимаете? Хотя меня винили, что они несчастливы. Я здесь причем. Я уехала, меня 17 лет с лишним там нет. Почему счастье не получилось, люди? Раньше была виновата моя бабушка. Она, бедная, ночью выскакивала в комбинации, кидалась там, не пускала, чтобы он ее бил. Но она была плохая. Потом я была плохая. Мы были все плохие, не давали им счастья. Мы все уехали, мы убежали оттуда, мы сбежали. Но счастья не получилось. И моя тетка сказала: у тебя совесть вообще есть? Она тебе каждый месяц 40, 50, 100 тысяч на все ваши капризы. Этот человек все оплачивает. Всю мебель дома купили. Колодец там сделали. Дома все эти ванны, все условия. Это сделала я, потому что это мой ребенок. И невзирая на то, кто они были, какие монстры в моей жизни, я говорила, что мои родители голодать не будут. Другие люди не будут оплачивать их элементарно минимальные жизненные требования. Почему? Не из-за любви, понимаете? Потому что я не хочу нарушать цепочку моего рода. И я хочу быть примером для своего сына. Даже таким родителям я помогаю. Сколько раз мой отец в Грузию ездил, сколько раз я все это оплачивала. Это те люди, которые каждый день говорили: когда же ты попадешь в аварию и сдохнешь. Мне говорили каждый божий день, с утра до ночи, что когда ты сдохнешь, когда ты помрешь. Почему? Не знаю. Когда мой сын родился, стало еще страшнее. Вот когда мы человека спасаем, я не первый раз в этом убеждаюсь, кого мы спасли, тот нас уничтожает. Моя мать умирала. У нее яичник лопнул. Она стоя описалась. У нее на лице просто вот череп нарисовался. Я побежала вызывать скорую, чуть ли не на себе ее дотащила. И мне врачи сказали, еще 15 минут, она бы умерла. И честно я вам скажу, миллион раз пожалела я об этом потом. Я пожалела об этом. Мне дали шанс от нее избавиться. А я ее спасла. Я ее пожалела. Понимаете? Я спасла ее. А она меня нет. Ей нужен был сын. Мой отец вернулся из-за моего сына. Он его любил. Хотя он, когда он родился, пошли его поздравлять, и он сказал: да мне плевать на этого выродка, мне вообще не подходите, мне никаких внуков не надо. Он сказал моему ребенку. А потом: я без него не могу, я его люблю. И моя мать, видя, что он любит моего сына, этим спекулировала. Ей надо было меня выгнать, избавиться от меня, чтобы я, не дай бог, и не забрала этого ребенка. Это же мой ребенок. И заманить на него своего мужа обратно, понимаете? И поэтому она мне устроила ад на земле, чтобы я ушла. Я даже не беру в счет эти оскорбления, все такое. Ад на земле. Каждый день мне угрожали. Пойду напишу, если ты не уедешь, пойду напишу заявление, что ты колешься.
Пойду напишу заявление, что ты там, не знаю, на меня кидалась ножами. Пойду напишу заявление, что ты с какими-то бандитами связана. Каждый день, понимаете? Это звучит невероятно. Когда я ей об этом сказала, напомнила, она сначала сказала, что это неправда. Они не любят, они всегда. Это неправда, это вранье, ты что сочиняешь? Потом она, прости меня, я была дура. Я говорю, ты не была дура, ты была тварь продуманная. Какая же ты была дура? Ты знала, что ты делаешь. Ты знала, что я не выдержу просто, я уйду. Мне не было выхода. Куда? Вот взять ребенка, уйти на вокзал? Я не имею на это права. Я дала ему жизнь, я должна дать ему теплый угол. Хотя бы там, где меня не любят, но любят его. Воспитала? Нет, отобрала. Это разные вещи. Есть вещи, которые я не хочу говорить. Потому что я люблю своего ребенка, и я надеюсь, что в любом случае когда-нибудь все это закончится. Но я вам скажу одну вещь. Пока моя мать жива, мой сын моим не будет. И я это тоже знаю. Пока она живет на земле, он полноценно моим не будет, потому что у него есть свой адвокат, понимаете? У него за спиной есть бабушка, которая все разрешает. Она добрая. Знаете, да? Знакомо, многим вам знакомо это все. Никогда не оставляйте своих детей ни вашим родителям, даже золотым родителям. Никогда. Пусть он голодает, рядом с вами живет. Пусть в обносках живет, но живет рядом с вами. Я вас уверяю, и он вырастет более благодарным, любящим ребенком, чем тот, для кого вы день и ночь отдали все ваше здоровье, чтобы дать ему все, что он хочет. Ведь никто ему не сказал, наверное, нет, но он знает, конечно, что все, что они, вот все, что у них было за эти годы, это оплачено мной. Я себе оставляла 100 рублей, им отправляла 100 тысяч. Это же не знают они. И вот единственный человек, который за меня заступился, и она мне сказала, я тебе говорю, не отправляй им ничего. Не отправляй этим сволочам ничего, больше ничего для них не делай. Я таких неблагодарных людей еще не знала, сказала она. Она возмутилась, потому что возле чужих людей моя мать сказала, что она меня содержит и помогает. Это было невероятно просто. И уже не вытерпела моя тетка, уже высказала ей все, что думает. Зачем ты ее унижаешь перед людьми? Люди гордятся своими детьми, которые чего-то добились, а ты ее принижаешь. Зачем? Воспитывала. Отобрала. Называйте вещи своими именами. Раз уж говорим на чистоту, наверное, будем говорить до конца. А то тут помню, там не помню. Сделала все, чтобы я ушла. Чтобы ребенок остался ей. Потому что мой отец любил его. И вот ради него он вернулся. Она и так и говорила, он по тебе скучает. Там смс-ки я прочитала, он по тебе скучает, а ты, тварь, с этой шалавой живешь, а твой внук скучает по тебе, ты всю жизнь хотел сына, наконец-то Бог нам его дал, Бог дал, сверху кинул им. А ты нас предал и ушел, а ребенок по тебе скучает, каждый день спрашивает и так далее. Понимаете? Воспитала бабушка, это когда бабушка дает возможность своей дочери работать, подниматься и говорит, я буду с ребенком, я буду следить за учебой, я сделаю все, что надо, а ты поднимай ребенка. Потому что так получилось в твоей жизни, нет мужа, ты одна его поднимаешь, поэтому тебе тяжело, я тебе помогу. Вот это мать. А когда бабушка говорит, это мой сын, а я пользуюсь моментом, что тебе некуда деваться, поэтому буду тебя уничтожать, пока ты не убежишь отсюда. Это не бабушка, которая воспитывает внука, это бабушка, которая отбирает внука, пользуясь трудным положением своей дочери. Знаете, сытый голодного не поймет.
Если у вас были хорошие родители, я за вас рада, правда. Это великое чудо. Я иногда смотрю видео там семейные, да, где отец, мать танцуют, где папа там, пап, ты чего, пап, ты принеси вот это, папа, вот это, с папой там какие-то шутки шутят, какие-то пранки снимают. Я думаю, неужели так бывает? Мы с моей сестрой боялись дома включить музыку. Один раз включили музыку, он пришел, разбил магнитофон, потому что мы слушали музыку. Мы не слушали какие-то грязные песни, мы слушали народные песни. Он разбил. Ему не нравилось. Он не хотел работать. Мы лишали ему возможности его, значит, по любовницам этим шастать. Там нам было плевать. Мамаша наша ходила там. Она была здесь, и это его раздражало. И он вымещал всю нашу ненависть на нас, понимаете? Нам нельзя было смеяться над чем-то, что-то сказать. Однажды у нас родственники были дома, я пошла в свою комнату, взяла пилку и, значит, начала обрабатывать ноготь. Он у меня сломался, я начала пилить. Он подошел, вырвал эту пилку, хотел мне в глаз тыкнуть. Он меня избил. Почему? Потому что ты шлюха, ты себе ногти какие-то делаешь. Приехали к нам какие-то люди, гастарбайтеры. Нужно было что-то там выносить. Он сказал им что-то перенести. И я не знаю, что я делала. Я что-то там дома то ли подметала, и он пришел. Он без причины меня вытащил, начал избивать перед их глазами, чтобы показать, какой он мужик. Отец семьи сильный, понимаешь? Видишь, как я их держу? Он начал меня по лицу бить, и я видела вот просто по глазам этих людей, что они, во-первых, полны были сочувствия и отвращения, неуважения к нему. Он думал, что если он избивает свою дочь перед чужими мужиками, то его сейчас будут хвалить, а он обратного эффекта добился. Я читаю книги, я все сделала, сварила, убрала, пошла за домом, чтобы никого не видеть. Вот у меня было место, я там сидела и читала. Ты что здесь, турист, что ли? Ты... Повторять вам слова. Ни капли тепла, человечности. Я не знаю, как мы выжили. Если моя сестра огрызалась, я не могла. Я не могла своим родителям сказать: рот закрой, заткнись, сдохни. Не могла. Говорила сестра. А я не могла. Я плакала. Когда она их оскорбляла, я плакала, говорила: не говори маме такие слова. Но чем больше я была уважительна и человечна, тем страшнее они становились. Я не знаю, что это были за люди, откуда они выскочили. Моя бабушка говорила все время моему отцу: лучше бы я тебя не рожала. Твой отец не был таким. Мой дядя, он обожал свою жену и детей, но нет у нас в семье ни одного человека, на которого пальцем можно показать и сказать: вот точно, копия моего отца, только его двоюродный брат. Такой же. Сейчас инсульт его ударил, он еле разговаривает. И точно так же его дети, кто куда убежал, несчастливы в личной жизни и не особо-то отношения. И почему-то эти люди на старости лет требуют такого уважения. Я не знаю, откуда это уважение должно быть к ним. За какие заслуги? Когда мы спим, а ночью мать твоя так наускивает его, что он срывает одеяло посреди ночи и начинает тебя бить. Мать, которая всегда кидается просто между мужем и детьми. Мать, которая прикрывает, скрывает все, сглаживает углы, чтобы дети не пострадали. Здесь матери было срать. Ударит он в лицо, ударит он в голову или ударит он куда? Мои головные боли, по-вашему, откуда? Это удары по голове, постоянные удары, понимаете? Со всей силой. И я однажды сказала: если я умру от этих ударов, что вы сделаете? Она сказала: что сделаем? А кто докажет, что это из-за нас? У нее вырвалось вот так резко, знаете, оговорка по Фрейду. Потом тут же исправила: а мы здесь при чем, если ты больная?
Не вынуждайте меня, пожалуйста, изливать мою душу дальше. И все, что в моей жизни случилось, это потому, что на лбу, может, и не написано, но опытные люди прекрасно могут отличить ту, за которую заступаются, и ту, у которой за спиной никого нету. Это сейчас я всем на 100 очков вперед дам и поставлю на место. Это сейчас я, знаете, научилась за себя постоять. А не всегда же так было. Мужики бьют ту женщину, за которой ни отец, ни брат не заступятся. Но вы хоть раз видели, чтобы хоть крикнули на ту женщину, которой и отец, и брат так отмутузят, что зубов не останется? Все чувствуют, когда ты беспризорный, никому не нужный человек, и тобой пользуются. Когда мне некуда было идти в какой-то момент моей жизни, я уже рассказывала, я познакомилась с одной женщиной доброй, которая меня приютила на пару дней, и тут же сказала, что у нее огромные долги, хотя я заплатила, и что вот ты можешь мне одолжить деньги. Пользуясь ситуацией, что мне некуда идти, мы пошли с моей карты, я сняла деньги, ей отдала. А потом я поняла, что этот человек мной пользуется, думаю, вернусь в ад, хрен с ним. Вернулась. И в какой-то момент, когда мне нужно было пойти снять деньги, я увидела, что там денег нет. Потому что эта тварь увидела код, который я набрала. И ночью, когда я спала, она вытащила мою карту, пошла, сняла и вернулась. Понимаете? А если бы за моей спиной были сильный отец и брат, ну не брат, отец, родители, мама, папа. Когда я в Москве попала в такую ситуацию, я же могла позвонить и сказать: мама, папа, приезжайте, спасите меня. Я не знаю, что мне делать. Единственное, что должны спросить родители, какой адрес. И перетерпи, мы едем. И прийти и сбить морду тому, кто мне не дает жить, кто меня шантажирует. Забрать мои вещи, снять квартиру, перевезти или вернуть домой. Но мне некому было это сказать. Когда я потом своей матери намекнула немного, какое у меня было состояние в жизни, она даже не поинтересовалась, что со мной было. Я же вам говорила, что я специально попросила позвонить, сказать, что я попала в аварию и погибла. Она не перезвонила на мой номер, чтобы узнать, я жива или нет. И когда я приехала, я говорю: тебе никто не звонил? А то мне сказали, что перепутали, там позвонили. Она: ой, там что-то кто-то сказал, я даже не помню. Может быть, у нее была досада, что я все-таки выжила. И я вам клянусь своим ребенком, что все, что я рассказываю, я еще даже смягчила это слегка, пожалев психику тех людей, которые это послушают. Даже ни на йоту нет ничего добавлено от меня, понимаете? Я еще не досказала. И что это истинная правда, что мой отец встал и сказал: ты, моей матери, ты что, не помнишь? Ты же сама сказала, что ну что мне делать? Она тоже никак не умирает. Вроде бы болеет и не умрет никак. Хоть бы в аварию попала. И я сейчас говорю иногда, знаете, вот сейчас вот я добилась многого в жизни, я не завишу от них. Я им помогаю, отправляю деньги. Я сейчас могу гонором сказать им и поставить их на место. И когда я поехала, и моя тетка умерла, я увидела, что они превратились в таких дряхлых стариков. У меня, у 45-летней женщины, страх ушел. Можете понять, 45 лет живу на земле внутренним страхом. Мне снится каждый раз сон, что я вернулась обратно к ним. Увидев их в таком состоянии, я перестала бояться. Я вернулась другим человеком. Мой внутренний страх, что я опять попаду в их руки, исчез. Я поняла, что они приближаются к смерти. Это страшно, когда дети не молятся каждый день, чтобы их родители дольше жили, а говорят: быстрее бы уже, чтобы этот страх внутри закончился, что их больше нет, меня никто больше не обидит. Воспитали они его. Конечно.
Не смейте мне никогда ничего советовать. Вы не были в моей шкуре. Вы сейчас не находитесь в моей шкуре. Вы сейчас не знаете ничего. Когда-нибудь и сейчас расскажу. Я не знаю, я еще долгое время решусь вообще на эти откровения. Это слишком тяжело все это рассказывать. Может, и этого достаточно более чем. Не знаю еще. Потому что, когда я рассказываю мемуары, мне становится легче. Я возвращаюсь в детство. Это светлые воспоминания. Они вызывают улыбку, радость. Это тоже моя жизнь. Это тоже моя биография. Но с того дня, как я переехала в Россию, в моей жизни был ад. И невзирая ни на что, я очень люблю эту страну, потому что это мой дом. Она мне дала все. Не Россия виновата, а мои родители непутевые. Какая разница, где бы они со мной так поступили? В России или в другом месте? Просто тогда я была ребенком и под защитой взрослых. И ужасно боялась дня, когда отец приедет. Он приезжал на 2 месяца, превращал нашу жизнь в ад и уезжал обратно. Мать мы не видели, она все время пропадала на работе, в школе. Мы были счастливые люди. А вот когда мы оказались в одной банке с этими пауками, вот тогда мы почувствовали, что такое ад. Очень непросто вернуться к обычной жизни после откровений. Очень непросто на самом деле. Но я, наверное, на некоторое время эти откровения прекращу. И вернусь к мемуарам. Мне гораздо приятнее их помнить. Тех светлых людей, которые были в моей жизни. Всем удачи!